Ладно, все зависит от скилла. У нас команда валидорщиков собралась, правильно? Вот этот момент меня позабавил. Да, черепаха не щадит никого, даже конка Фантика. И она убивает. Ей пофиг. Ей пофиг. 50 урона, есть 50 урона по всем. Так что, да. Антик такой, ну спасибо, блин. Предлагаю вашему вниманию лютейший матч 4 на 4 на турнире Masters of Rage Forest. Это нижняя сетка и это матч на вылет. Игра на вылет, потому что счет 2-2. Элитные бояре, наши ребята выиграли уверенно 2 первые игры. Не помню, на самом деле, уверенно либо нет. И следующие 2 они проиграли, и сейчас решается их судьба. Драфт закончен, и поэтому на последнюю карту ребята могут выбрать абсолютно любые нации, которые не хотят. Понятное дело, что разные. Соответственно, наша команда выбирает японцев, корейцев, испанцев и турков. Команда врага Мигеля выбирает франк, брит, монгол, чех. Сейчас будет очень много всякого контента, поэтому поехали сначала смотреть. Сразу смотрим на Винча. Винчестер у нас на фланге, красным цветом играет. У него турки. Он уже в первой игре играл здесь на турках и, по-моему, слил 5 крестьян там. 3 против вот этого чувака на 1800, которого рейтинг, и 2 еще от кабана. Но это не важно. Это новая игра и новые испытания для Винча. У него в покете антагонист. Кстати, в нашей команде еще элитные бояре есть и... То есть 3 из сальзов. Винч, антиклассик, а также Дарк, конечно же. И который сейчас без команды. И Репорт. Но Репорт не играет в этом турнире, он просто как запасной. Естественно, идет заруба. Покетом является антагонист, и он играет на испанцах. Это очень сильный трейд может быть. Что еще? Так, соответственно, Винч играет против реально 1850 челика. А Бундузьехальт какой-то из Швейцарии, который не играет соло, но играет очень много черного леса, поэтому не стоит его недооценивать. Он здесь показывает далеко не самую худшую игру среди остальных именитых игроков. Так, начинается заруба. На другом фланге у нас Classic Pro начинает сражаться на японцах против Кингстона на британцах. Британец — это сильный пик. Японец тоже не слабый, но посмотрим. Так, начинается размен, и Винчу плохо. Винч начинает сливать крестьян еще, но диагрится Ягуар на кого-то другого. На уже, смотрите, на Абу Балеха вот этого. Винч приводит всего лишь 2 крестьянки, Синий приводит 4 креста, соответственно, у него остается не так много крестьян здесь, но пока он не сильно айдлит. Хотя давайте это смотреть. Так, айдл у нас будет где-то тут, правильно? Да, тут у нас айдл. Соответственно, это именно зеленый игрок убил Винчу креста, и начинается заволы. Здесь будет очень много всего интересного. Посмотрите, что происходит здесь тем временем ударка. Это стоит отдельного внимания. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Смотрите, Дарк посылает крестьянина тоже. Он заквикволил. Давайте даже посмотрим, как это делается. Это же мастера Rage Forest, да, то есть... За ним идет охота. Лум есть, ударка, он с покета на корейцах. Просто заводит его в угол, заволивает и уходит. Все, он готов. Чувак следующий тоже выйдет, но это не важно. Так, давайте пытаемся все здесь успеть посмотреть. На Rage Forest всегда балансные озера. 2 на команду Бояр, 2 на команду Мигеля, соответственно, да. Но здесь намного лучше они расположены для команды Мигеля, то есть на эти озера могут пойти кто угодно. И эти 2 игрока могут быть фишбумить эти, кто кому хочет, да. То есть наполовину разделено. Здесь для наших не очень удачно. Посмотрите, 2 озера у Антика, ему это надо? Не знаю. Это надо классику на японцах, но ему, видите, как далеко идти хотя бы до этого озера. Очень невыгодно. Засыл идет дальше. Тем временем Винч посылает тоже второго креста, но здесь 4 креста гуляют. Соответственно, у Чеха пошел айдол. Да, нации тут очень интересные, надо думать о всем, о нациях. Так, но здесь идет лейн, то есть максимально агрессивно все-таки пытаются играть команда Мигеля. В этом они неплохие, но Дарк делает все так же засыл. Антик, ну Антик что, тут помогает скаутам своим, да, раздавливает стены. И интересно, пытается удержать свою стену Абу, будем его называть, наверное, так, и получается у него. Получается, тут, кстати, еще реликвия, 2 кабана, все такое прочее. Ой-ой-ой, тут будет очень жестко. Смотрите, что он творит. Смотрите, что он делает. Винч такой, ага, ну ладно, тут он завалился и все, да, он же не видит, что происходит. А чувак такой заходит сзади. А-та-та-та-та, Винчестер. Я иду за тобой. Здесь что происходит? Очень сложно. Дарк скаутом пытается помогать. Тем временем он сделает здесь дом. Дом это может быть палево. И сзади ловушка, смотрите. То есть, как делает Синий, он и здесь, как же он все контролит, посмотрите на этого игрока. Винч такой думает, а что тут, а что, кого? Он понимает, что его начинает запирать, приводит крестьянку, но поздно, и... Стена двойная готова. Винч в ловушке. У него здесь 2 крестьянина, что делать? До сих пор все скауты живы, как же ребята мигрят. Минус 2 скаута у пацанов. Здесь тем временем происходит тоже что-то, но не так важно. Так, ну и здесь 4 креста у Винча. Что он делает?
У него 2 креста лужки, 2 на 3 креста, очень тяжело. Скауты друг друга пытаются, но у скаута антика немножко посильнее. И так, но Винч тут, ага, спасает креста. И получается, 2 крестьянки сейчас может слить Винч. Но здесь же еще Частокол. Винч спасает одну крестьянку, уходит. И уходит другой крестьянкой. Кресты девушки прорвались внутрь. И 2 крестьянки отходят. Боже мой, что происходит? Что начинает происходить? Абу посылает еще 2 креста. Теперь мужики против женщин. Что? Почему? Так, здесь форвард лесопилка, тем временем здесь чувак просто на домике стоит, ударка. Спокойно развивается, скорее всего, там антагонист, еще пару ребят. Рофл, но мужики теперь не могут добраться. Стенка такая. Самый прикол происходит здесь, потому что здесь у 2 крестьянок 6 хп, у одной крестьянки тоже 6 хп. Но они пытаются до нее добраться, урон-то двойной у них. Так, ну Винч, видите, он типа не боится этих крестьян потерять как будто. Тем временем крест идет вообще... Винча точки сбора вообще похерено, он уходит куда-то туда. Дарк ему, посмотрите, иксует и подсказывает, типа, Винч, алло, проснись, у тебя кресты бегают. Бля, вот где меня волки живут. Здесь это начало на Black Forest, ребят, посмотрите. То есть, Винч вроде заволился, да? Ок, понял. Но диагональ использует Абу, он делает сюда свои палисадный гейт, и теперь он может спокойно разрушать этот частокол, до него не может добраться Винч, ему надо ломать теперь ворота, но он волит сзади ворот, он понимает, что все очень сложно, но здесь допускает ошибку Абу, он еще не убил частокол, но уже пытается прорваться, Винч тут замикрил. Винч замикрил, пытается убить эту крестьянку, крестьянка покупает много времени здесь, тем временем что происходит? Кто сколько крестов слил? Ребята, Винчестер слил 2 креста. Никто другой больше не сливал крестов, но, с другой стороны, Винча еще айдол есть неплохой, да? Винч слил опять от кабана креста. То есть пока все это происходит, он просто креста на слом потерял на кабе. Просто вот так вот. Вот просто 2 креста слил. Здесь тем временем зеленый помогает Лаки Z на монголах подгонять оленей. Смотрите, у него вообще никаких зданий нету. Как и у Винча. Все кресты буквально работают. Ну, если это можно назвать, работает вот так вот. Но что самое интересное происходит? Очень много чего интересного здесь будет. Дарк делает засыл на эти прекрасные доки. В чем прикол Rage Forest? В том, что вы видите всю карту, видите, где озера, правильно? Вы все видите. А здесь уже фишбумит. Дарк, у него еще и крест корейский, он далеко видит, то есть он вообще тут чел, шпион. Просто. Этот скаут уже тоже много чего сделал, он там и повоевал, пришел подгонять всем оленей. Здесь Икс Антик говорит, алло, просыпаемся. Антик, кстати, фишбумит. Кто еще фишбумит? На этом озере начинает Кингсон, по идее, фишбумить. Так, а здесь, смотрите, стенку делает. Смотрите, что, как все интересно происходит. Так, крестьянка все еще живая. А как он тут оказался, ребята? Хотите посмотреть еще раз как? Вот как. Снова он приводит просто крестьян, потому что Винч не заволил правую сторону. Второй раз через свою стену незаметно, то есть Ники приводит синий крестьян и начинается хаос, он может... Подождите, у него здесь 10 крестьян на форварде? Господи Иисусе. Он вообще хоть когда-нибудь апнется? То есть у него 20 крестьян, да, но половина на форварде, а у Винча 19, у Винча тоже все плохо, ребята. Он пытается на лесопилку нагребсти, кабана ест, абы как, просто. Но я не совсем понял, как это произошло, вот этот момент. Ага. Он пошел убивать эти стены, но здесь Винч его быстренько запер, да? Он, кажется, хочет просто освободить крестьян и все. Не, очень странно здесь Абу действует. Очень странно. Я думал, он дальше пойдет. Он в итоге загнал сюда 10 крестов. Теперь, ну да, он делает стены. Стены это дорого, ему не хватит даже на лесопилку, у него ничего нет. У него есть огромный айдол, у Винча тоже айдол. Но самое интересное тоже здесь, тут я не знаю, где самое интересное, честно говоря. Подбот еще кабаны, смотрите, с помощью частоколов. Вот здесь интересно. Но тут еще и барак корейский. То есть просто подумайте. Но что самое крутое, что я здесь вижу, это то, что Дарк здесь сымитировал, что он закрылся. То есть он привел еще одного креста, закрылся, и потом Кингсон пришел и видит, ага, тут стена двойная. Ну, чувак, все, закрылся. Значит, никакого сника нет. А он есть. Смотрите, что видит Лаки. А он ни хера не видит. Он не видит засыла дока, да. Здесь барак, ой-ой-ой. И что? Дарк переходит. Дарк переходит. Ну, считайте, раньше... Да, он раньше всех приходит. Он переходит раньше монгола. Прекрасно. Ну, правильно, потому что все пытаются, смотрите, здесь все пытаются делать фасткасл, за исключением 3 игроков. Понятно, вот этих товарищей, у которых нет, у него нет лесопилки и мельницы. Здесь есть лесопилка хотя бы, да? Мне кажется, я очень много сделаю с ником. Прям очень много. Я должен. Хорошо, 2 давай. покетов. Сильно Там, просто. кстати, тебя увидели. Да. Дешевые корабли, дешевые юниты. То есть как скидка корейская работает? На 20% дешевле по лесу корабли военные. Опа, проверка пошла. Посмотрите, синий дал X. Синий Абу дает X, типа, проверь, что тут происходит. И он проверяет тут док. Все, понятно, надо делать свой пар. Дальше.
на 50% по дереву скидка юнитов. Пики, скирмы, луки, они все дешевле. Посмотрите, что планирует Дарк здесь. И прошла инфа, что внутри есть засыл корейский. Я попробую по фишбумить, наверное, все-таки. Так, что происходит? Надо что-то делать. Он в итоге только сейчас ставит сюда док, что? Тебе нужно будет толкать сделать, я думаю. ЛК? Я думал, я замок уже делаю. А, да, ну и как раз, я не знаю, замок только если вот сюда. Да. Кстати, реально туда пойду поставлю замок. Чувак наконец-то накопил на вот это вот и начинает супер медленно развиваться тут за чеха. У него крестов 28, у Винча 26, но он добавляет рыбалочку. Испанец фишбумит, ну а японец не фишбумит. Тем временем классичек просто здесь развивается нормально. Что еще стоит отметить? Посмотрите, что происходит. То есть здесь фэршипы, я так понял, тупо разменялись. Ага, нет, тут выжил, видите, фэршип и остался. Но здесь лучник выходит и прерывает бол от Кингсона. Улитинг бояр на 4 больше экономического лимита. Замковая эпоха идет от Мигеля. Вот кто там максимально спокойно играет. Но не совсем. Смотрите, у него есть конюшня. И здесь тоже есть конюшня. Почему? Потому что засыл, есть внутри засыл. Крестьянка думает, что делать, с кем сражаться. Убегать, убегать, не убегать. Она что-то тупит, и она умирает. Умирает. А корейскому лучнику пофиг на все, потому что у него есть броня на халяву. Но приходят скауты. Наконец приходят скауты, есть один костеранин, фаршипы. То есть Дарк пытается играть максимально здесь отвлекающую роль. Он, смотрите, что делает. Он отвлекает. Сколько игроков? Посчитайте сами. Он разводит тут. Он здесь разводит пацанов, да? Он здесь разводит пацанов, приволился. Он приволился и фишбумит. Что происходит? Так, они оба играют скаут. Опыта. Нормально, секундки сейчас зайдут. Вот этого дока все-таки корейский вилл не настолько далеко видит. Но он увидит или нет? Да, он не видит этого. Блин, обидно. Тем временем здесь идет траш. Кингсон трашит за Брита здесь. Но тут перестрелка пока довольно спокойно идет. Рынок кузница, погнали. Винча 2 дока, он тратит лет сюда. Что? Антик, куда он собирается? Что делает Антик? Забытый скаут Дарка? Боже, как уследить за всем этим трэшем? Ну, крест спокойно работает. Здесь фэршип сейчас будет выкуривать. А Антик, подождите. Антик, походу, накачал на замок, и он идет за испанца косодропить. Понимаете, что будет? Вот это интересно. Давайте обратим внимание сюда. Здесь крест фэршип выходит, свой фэршип делает товарищ. Пику начинает размигривать, но Дарк пытается. Еще проходит пика бежит с этого барака, стена не готова, потому что лучник там успел все сделать. Крест отходит и выживет, и он пытается воротами спасти, но ворота сжигаются, и нет. Этот самый герой умер, но он после себя оставил 4 важнейшие здания. Посмотрим, как они будут развиваться дальше. И самое прикольное, что Дарк тут наглую фишбумит на вражеском озере. Здесь проблемы. Смотрите, Антик. Что делает? Что делает Антик? Так, тут пока еще все спокойно. Он делает замок максимально сюда. Я думал, что замок надо сюда все-таки ставить, но нет. Но это не так. Тут рыночек под трейд и завол максимально быстро от чувачочка. Чувачочек готовит, конечно, замковую эпоху себе, а вот Винч не совсем пока что. Он все-таки через фишбум работает, но зато сразу в 2 дока. То есть максимально много добывает леса, как это обычно принято. А здесь Дарк продолжает развлекать пацанов. В принципе, да? Но по сути, можно сказать, развлекает чуть ли не 3 пацанов, потому что Кингстон здесь тоже с приколами. Мигель поставил форвард креста, обычно это осадка. Кстати, он без лума. Накройтесь. Да. Прикольно, да, но Лаки очень тоже сильно задержан и не переходит в замковую эпоху. Он вынужден делать дебильные корабли. Да, Дарк тоже не переходит и пока еще не супер близок, но в конце концов он видел, 2 дока валит просто, да. Форвард осадка идет. Так, пытаются снести классика. Ага. Но Финч вот шарит за эти темы, конечно, он всегда вот, типа он вначале ныряет, но потом он как-то вот это выкручивает в фишбум. Смотрите, здесь посадил 2 скаутов монгольских. Чик. И пошел дальше. Здесь есть кони. Ну, интересно. Кони без апов. Но с встроенным седлом Франка. Здесь врываются конки, стены удалены. Чистоколы разваливаются, кресты остались здесь. И да, конечно, кони нападают, но уже конкистадоры. Очень проблемно. Экстренно пытается заволиться здесь. Мигель не хочет он разбираться с этими проблемами. Оставляет на сиденье Кингсона, своего тиммейта. Ну что? Он в последнюю секунду, конечно, делает правильные мувы, и Антик не рискует забегать внутрь. Тем временем, максимально спокойная игра на правом фланге. Теперь... Парни, я думаю, надо покетов лупить. Не зацикливайтесь на фланге. О, кстати, Да, на иди насадку на- поставил. Покет вкладывается. Покет осадку делает. Так, тут фэршипом и выигрывает уже Дарк. Так, Винчик тут сюда говорит, чё? Может, петарды сюда он хочет? Не знаю, видеть.
Но здесь есть проблема. О, вот она проблема. Конки внутри, есть дырка. А, тут дырка, тут, видите, разные здания, разных игроков, никто не отслеживал за этим. Есть дырка, здесь манганельки. Тем временем тут был краш, я меньше всего сюда обращаю внимание, хотя тут тоже экшен происходит, но экшена больше в других местах. И конки становятся под вышку или нет? Антик сольет их или нет? А, Антик сливает конков. Добивает одного, но, кстати, одного спасает. Тут появляется монастырь, и монах, вероятно, выкурит. Кстати, монах же выкурит его, а он делает еще одну вышку. Дарк, может быть, можешь здесь транспорт сделать, даже разок закинуть уже. Чтобы я нахуй не заходил. Да, пробуем. Жестко. Здесь что? Дарк переходит в эпоху, как и Винч. Ну, Винч типа там просто переходит, но он зато фишбумом, а Дарк развлекает. Да, кстати, вот эта вышка лишняя, потому что монах-то Мигеля его все равно выкурит, удаляет антик своего. Так что все верно. Антик, кстати, прокликал, чтобы удалить все это дерьмо. Это надо обязательно прокликать, замок сам стены не убивает. Так, а здесь доживем ли мы до черепахи? Что? Транспорт. Ребята, транспорт. Транспорт на вражескую тему. Это чтобы конков заслать. О май гад. Вот это будет pain in the ass. Тут, типа, видите, есть стенка, но... Прикольно, прикольно, прикольно. Посмотрим, что будет дальше. Здесь скорость на монахов. Так, чех просто бумится, пока Винч иж бумится. У Винча 20 рыбов. Здесь тоже 20 рыбов. А здесь у пацанов что по рыбам? Ничего. Вот, соответственно, экономическое преимущество. Да, есть брандер, но пофиг. Блин, ну тут непонятно. Походу нужна черепаха, чтобы выиграть воду, да? Или нет? Demolition делается. Сложно, жалко. Крест тут умер. Он бы поставил второй док, может, или вышку даже какую-то, еще что-то. Тем временем, не понял. Что это за катапульты? Что это за катапульты? Это классика катапульты. Максимально агрессивно влетают. Ой, но он далеко отошел от конков. Далеко отошел от конков, и здесь кони, абсолютно голые кони. Одна катапульта минус. И, блин, не смог заблочить конками как-то. Две катапульты потерял. Ай-яй, неприятно. Могли тут сильно развить уши, добить Кингсона уже. По-моему, он тут самый задницы, как бы, грубо говоря. У него на 6 крестьян меньше, чем у классика. Так, ну что, игра немножко успокоилась. Смотрите, что делает Антик. Бумится 3 ТЦ, добавляет, но и фиш бумится. И играет конками параллельно. Что делает... Это Антик. Классик что делает? Тоже потихонечку бумится. Я в пошке. У наших, в принципе, хороший трейд. Тут как бы такие хорошие нации с вышками. Ребята обсуждали вышки, что будут у них неплохие тут. А здесь трейд, пороховые юниты, ну и пушечные вышки тоже. Испанцы, турки. Дела. Замок ставит Винч, what the fuck. Абу снова делает свои стены, но успевает забрать релик, хотя мог бы еще успеть сконвертить жителя и забрать релик, но остается так. А что? Новая крестьянка пришла. Тут же все контролируется командой бояр. И смотрите, транспорт внутри вычинивается, даже док не достроил. В принципе, этот док может и не нужен. Фаергелли и апгрейд на Фаергелли, окей, фаршипы будут апгрейдиться. Ох, отзоненный монастырь с осадкой, здесь уже ничем не могут помочь. Ну, тут 3 вышки в Брита. Подождите, Брит в феодале до сих пор, и ему плохо. Всему очень плохо, он так и не зафишбумил здесь. Вот кто дольше всех остался в феодале, Кингсон. Тем временем, да, Аркушник еще и 2 ставит штуки, и он говорит, так, ребята, готовьтесь сюда, давайте. Антик бежит, бегит. Но тут проблема, что Франк с монголом бумится. Франк с монголом, паладин и Мангудай. Как вам такая тема? Неплохо, но и Дарк бумится на корейцах. Интересно. Так, релики собирают чехушек. Тем временем выходит фаршипы. Я бы здесь сделал черепахи, но почему-то черепахи не хочет делать Дарк. Возможно, потому что они слишком дорогие по лесу и замедляют ваш бум. Скажем прямо. Таран, хорошее решение от классика. Ап на стены тут идет. А что у Винча? Фастимп? Ну, относительный фастимп. Да, конечно, не такой быстрый, как мог бы быть там, но вначале было все сложно. Относительно фастимп, относительно всех остальных очень быстрый. Посмотрите, как он фишбумит жестко и красиво. И 2 осадки под штуки, да. То есть у него все кресты работают на пушки, да, хотя есть еще на камень. На второй замок. Так, здесь что произошло, не знаю. А здесь. Как это произошло? Давайте посмотрим. Ага, он стены делает, он понимает, что у него будет транспортироваться. Так, транспорт бы еще не потерять. Так, коночки загружаются на всего 5 штук. Скоро можно будет по 20 переслать. 5 есть, погнала. Дарк Микрит. Антик, давай. Черепаха выходит. Очень интересно. Так, смотрите, здесь Абу уже начинает терять крестьян. Он успеет Вайт отволиться над ценой 3 крестьян. Грамотный замок от монгола. Смотрим сюда. Здесь манкраш продолжается от классика. На самом деле он бумит. Классик, ты, наверное, вышки, алибарды, Вот вот этот полноценные дом иконки. можно И трейд можешь рано поставить, классик. У тебя есть тайминг, сделай трейд рано, просто чтобы ты точно мог делать бесконечно свою армию. Кто так отстал. Смотрите, черепаха тут может сделать разницу. Она очень быстро здание разрушает, на самом деле.
еще и крест отсылается. Вышки начать делать. Ребята заметили замок и... Вот этот момент меня позабавил. Да, черепаха не щадит никого, даже конка Фантика. И она убивает. Ей пофиг. Ей пофиг. 50 урона, есть 50 урона по всем. Так что, да. Антик такой, ну спасибо, блин. Типа прокатись, погуляйся на круизном лайнере. -2, блин. Спасибо, блин. Но здесь смотрите, как агрессивно играет классик. Максимально монахи, все отзонивают. Все вот тут тыры-пыры. У Мигеля здесь пара монахов тоже. Конки здесь, конки там. Сюда бы как будто прийти. Кстати, здесь есть один тайл, который, если пропитываемыми петардами, то можно врываться дальше. Но не поздно ли? Так, кто куда переходит? Брит переходит. Я не знаю, куда мне, в центр, Павла, или... Пока я не пробью в центре. Да. Просто чтобы Кингсона в игре не было, чтобы классик за секунду прошел, чтобы карту не отдать. Там очень много ресурсов. Конвертил 2 не убили, я так понимаю. Ну, -3. Так, ну ладно, Антик тут уже не успел посмотреть, увидеть. Так, ну что тут скауты минус. Таран. Таран посмотрел на рыбок, такой, ладно, это наши рыбы. Что? Интересно, конюшня испанца. Боже, как вот все происходит, апы. Оу, фишбумчик. Так. Ну, Винч жестко фишбумит. Химия заранее чеха, все супер грамотно. Так, паладину свечится наш товарищ Антик. Ну, Антик играет максимально четко и как бы по базе, стандартно. Вот так как и нужно. Ой-ой-ой, тут замковый переход идет, но его, видимо, ничего не сделал. Но зато отомстил, убил монков. Здесь тем временем что происходит? Ну, черепаха занята интересными делами, убийством домиков. Ага, вот сюда вышка, садка, ну, по приколу. Ну, здесь стены. Чех играет по стенами, он максимально бесит. Ну, кстати, хп на крестьян не качал. Пушки. Кажется, что такую стену хрен пробьешь, да? Кучу слоев стены по 3000 хп. Но 6 пушек уже, да? И артиллерия, ранняя артиллерия. Вот что фишбум животворящий делает, как быстро. Трейд. Бонус на трейд испанский. 25% больше. Так, британец доживает до замка. What the fuck? Но здесь испанец ставит на него еще один замок. Ты что, без ратуши останется брит? Ладно, ставит одну. Так. ЛК. Но все равно. Это тяжелая кавалерия, Мангудай. Это все предсказуемо. О, я ему убил замок черепахой. Хорош. Это монголы, кстати, это больно. Да, монгол. Да, И он ебались. первыми гудами умер. Ну, это нормально. Я их убил. Ну да. Черепаха просто МП. Мало ли что кто будет делать, но вот и замок. Франко дешевые замки, бах еще дешевле. Так, здесь конки, временно отбиваются, их задача просто дожить до замка. Здесь бы сделать стенку все-таки. Приход новой кресты корейца, как к себе домой. Бесконечные заволы, но смотрите, тут уже близко. Так. Что из армии? Что из армии у Винча? 11 янычар есть, интересно. 11 неэлитных янычар. Так, кавалерия, ап, Винч затапит экономику там на самом деле. Чех, очень много экономики сюда, мне кажется, тратит. Это немало, это много камней и крестьян. Так, ну, здесь довольно неплохо сливает коней сейчас Мигель, мне кажется. Неаккуратно. Брит живет, но как долго, ведь импы и караваны идут от классика. Он сильно впереди, по идее. Да, 94 креста на 150 крестов. Разница есть. Разница готова. Здесь, Мангудая, против Галера. Галера стреляет. Так, бараки корейские идут. Умирают чуваки, наверное, около домов тык был здесь у Дарка, который тоже переходит в МП и всегда делает кран. Кран это имба, как говорится. Упс, ай-яй-яй, неприятно-то как. Попала пушка, он пытается зайти внутрь. Винч! Смотрите, Винч тут танцует в узком проходе, по нему стреляет пушка, делается еще гаунца делается, господи, там с артиллерией пушки. И Винч пробивает эту стенку, хочет зайти внутрь. И он граунд атака пробивал стенку, смотрите, что делают пушки, они стреляют и убивают своих же снова. И все. И чех такой чик-чик-чик-чик-чик, застроился, все, тут ничего не было. Винч такой, ё-моё, как же бесючий играть против вот этих челов, да, вот, которые так умеют делать. Просто жесть какая-то. Но он тут, видите, еще и пушками. Очень, вот, что ты будешь делать? У турка нет, а на агро не может прорубиться, да? Дарк, можешь мне один анагр сделать? я Это очень делаю. сильно помочь. У меня нет вапен такого. Дарк будет анаграми помогать. Тем временем здесь происходит лютая дичь. Так, у кого раньше паладин? Ну, Франко чуть раньше паладин. Все-таки Антик играл конками тут полностью. Но у него есть фишбум, а тут 144 креста, это немало. Кстати, по крестьянам, ну, литых бояра больше, потому что сильно просел Брит, по идее. А Брит убежал, кстати, ратушами, одной ратушей всего лишь. Но здесь у него проблема. Он в замковой эпохе, да, и он никуда не переходит. Вышки апают еще японские.
Анагры. Очень много всего происходит на карте. Что делают пушки? А, они пробивают сюда теперь. Окей, но есть гаушницы. У гаушниц 13-я дальность, у пушек 14-я. Но у них сплэш больше. Вообще они быстрые. Замок пал, но требы остались. Требы убьют британский замок. Британский замок, господи. Ай-яй-яй, паладины врываются. Блин, ну тут еще немножко мангудаев. Так, а где Дарк сейчас? Мы не видим Дарка, ребята. Дарк здесь делает флот, что серьезно? Чтобы типа мангудаев здесь отрезать. Здесь есть свои анагры. Нету армии Дарка сейчас, понимаете? То есть это не армия. Да, свои паладины антика готовы, но... их сильно меньше, да, конки тут есть, но ими заняты мангудай. Мангудай, кстати, элитные, а мангудай еще не элитные. Делается дрель на анагры. Трейд испанский, кстати, жестко. Но здесь прикольно. Эти, конечно, галеры прикольные, тут вышка. Но успеет ли отменить замок? Блин, была бы черепаха. Ну, была черепаха, ее как-то убили. Кстати, трейд начинает ходить. Пушки, блин, пушки будет как-то сюда перевести, да, но... Чех не дает этого сделать, ты не можешь. Ты не можешь. Здесь, кстати, готовы трибушеты, не говорят, так, подождите, что происходит? Что происходит? Да, плюс 50 крестьян у летних бояр есть, но армия, где армия? Закрыть там надо, чтобы к нам не забежали. Открыть надо. Элитный янычар все-таки апнулся здесь. Сколько янычар тут? 16? Где они? А, янычары пришли сюда, но я боялся сюда идти. Тут британские лучники с первой стрелой. Как вам, ребята? У них даже второй стрелы нет. Пушки выходят. То есть, опасно, да. По сути, так все вышло, что Кингстон они почти убили, но 3 игрока довольно полноценных есть. А у нашей команды как бы есть все 4 игрока, но у каждого из них есть что? Ну, прикольно, что Антик с Винчом сюда приходит. Так выходит, да? На помощь. Но здесь перестрелка пушками будет бесконечная. Давайте обращать внимание на коронки. Сипахи снова Винч делает сипахи для ЦА. Для самовышки делаются. Большое количество стрел будет. Так, палы вбегают, но не совсем нормально. Так, корейские дешевые лебарды ходят в бой. Сейчас последняя броня получится. А Мангудай разве элитные? Мангудай не элитный, он делает номады какие-то. Нахера это надо? Ему нужны элитные Мангудай. И нет, Винч! Винч! Завикрил в последний момент. Блин, он только что мог решиться все пачки янычар, если бы не выстрелил. Он потерял всего лишь 2. Но ему сейчас надо отступать. Тут Мангудай не быстро раскричат. Беги, паладинов не хватает. Антику. Может, стоило чуть ближе, конечно, поставить, не знаю. В принципе, нормально. Тут паладины бегают. Вот такие единичные паладины здесь очень сильно решат. Приколите, вот здесь пару паладинов. Это забей просто. Если нет монахов, это забей. Просто там Бриту с этим не справится. У Брита счет 4000 даже нету, да? Но максимально бесючий чуть чел на синем просто. Давайте посмотрим на карту в целом. Трейд, видим, почти не ходит, да, там, ну, начинает ходить на самом деле. Не, начинает ходить, просто там как-то он был меньше. Фишбум. У наших есть 2 озера фишбума. Винчовский такой, компактный. Винчо уже компактный. Ну и солидный у Антика, хотя на самом деле он почти такой же. Если померимся паладинами. Паладинов немножко больше у Микеля. Также у него французские паладины, которые, наверное, быстро спамятся. Плюс 12 хп у них. Осада Нагар. Так, долго туда, конечно. Вступает в late game, скажем так. Но смотрите, что делает Дарк. Он не делает рынки здесь. Он делает рынки у себя. С них гонит повозки, и потом они максимально эффективно с далекими рынками торгуют. Что? Это кто? Это Абу делает какой-то трэш. Окей. Подождите, нам надо остановить это дерьмо. Скажем прямо. Элитный Мангудай, все на месте. Видятся юниты немножко. Здесь единственный хороший момент, потому что классик все-таки в соло, пока его никто не это, он здесь разваливает. Британец с первой стрелой, лол. Но если и помогут британцу... Нет, как вы запустили? Анагр только приехал. Ай-яй-яй-яй. Тут вообще должны были быть тройные стены, апнутые стены закореться. Блин, ну тут это проблема. Вышки, ой, это важный апгрейд на вышке. Паладины просто бегают, Мангудай сзади, а Нагер, конечно, готовился к прорубу. Покажите мне это. Покажите этот Анагер, где он? Где этот Анагер? Вот эти Анагеры. Вот чем занимается Дарк. Понимаете? Здесь Анагер, и он делает стенку, но есть пушки, ребята, пушки пробивают стенки очень быстро. Вот чем занимался Дарк все это время, и вот почему они проскочили здесь, наверное, то есть не хватило тут какого-то мультитаска, либо что. Пушки вбегают, и здесь готовится, смотрите, пак паладинов, 30 паладинов, но и там 30 паладинов. Короче, чей обрыв будет сильнее, мы не знаем. Но нам надо узнать. Здесь, конечно, лучники, на самом деле, эти алибарды могут развалить очень быстро, потому что это прямая контра. Но... Ой-ой-ой, тут неплохой квиквол, конечно, Мангудай бегу дальше.
Бегут ли они дальше? Замок. Тут дырки, кстати, нету до сих пор. Паладины врываются. И Винч тут начинает разваливать гаухницы. И Абуль начинает. Ему плохо. Ему становится очень плохо. Пушные вышки от Винча. Что? Это хорошо. Но здесь просто забегают паладины и куча мангудаев. Это проблема. Даже сюда вышки. Смотрите, бросает классик вышки сюда. Но он начинает разваливать пацана. Пацан на Кингстоне заволил стрельбу, шалум. Лол, прикол. Тут еще один замок ставится. Но здесь куча гав. Замок. Он, наверное, теряет замок. Я даже не знаю. Можно ресурсы чекнуть. Он явно потерял замок. У него 36 камня. Явно потерял замок, но монгол ставит еще один. Пушки просто работают на ура. Здесь Мангудаев пачка стоит, они же режут трейд. Что по трейду? 20, 16, так, 8, да? Тут что? 28? Тут только у Мигеля есть трейд на паладинов. У зеленого вообще... Да нет, он вообще этим не парился. Просто. Пушки развалили уже 2 замка. Очень хороший прорыв здесь, а здесь... Так, Нутребы работают над замком. Не получилось его вычинить. Мангудай сбегает дальше. Блин, Мангудай это Pain in the ass. У паладинов уже почти не видно. Плюс 100 эко-лимита. Мне кажется, это разница чисто в этом чуваке мертвом. Но он тут еще остается. Плюс фишбум, наверное, какой-то. Хотя уже трейд начинается. Так, элитный бояре все-таки перехватывают инициативу здесь. Ой, приходит Мангудай. Как-то прям снайпит пушки. Ой, это, конечно, больно, блин. Хотя, смотрите, они убили не все пушки. Это размен по цене может быть и равный. Просто неприятно терять столько пушек, но в конце концов, я думаю, Винч сделает их. И Винч начинает делать Heavy Archers. О, боже мой. О, Мангудай сдохли, ребята. То есть мужик с пачкой Мангудаев, но немножко запивил. Остановился. Тут 3 паладина. Начинают декрисить, немножко уменьшать хпшки. Подходит еще паладинчики. Отвлечемся сюда. Золото у турка заканчивается, но трейд есть. И смотрите, что делают алибарды японские. Подходят японские алибарды и показывают тут. 4 Мангудая, это уже не страшно. Это уже пофиг, как говорится. Это спамом перебивается. Вышки продолжают делаться. Так, ну классик. Что у нас? Цена камня очень дешевая, 140. Блин, здесь какие-то рандомные паладины. Ну да ладно, здесь везде алибарды у классика есть. Так. Я так понимаю, это еще пачка Мангудай врывается, и она добивает все пушки. И, знаете ли, но пушные вышки появляются турецкие, которых дали 8 плюс 5, 13. Ровно такая же, как и у Гафницы. Это довольно жестко. Золото надо кому-то? Нет. Но наши ребята пронзаются в трейд. Так, здесь чья ситуация? Неужели Дарковская? Потому что Дарк сюда выезжает, тут уже ни у кого нет сил, тут Гафницы появляются. Но это такое... Смотрите, что делает Синий, он тоже отсюда трейд ставит. Хочет рынки здесь, но рынки там немножко дальше. Мангудай справляются с... Они могут прибежать в любую точку и как бы зачистить пуш. А здесь самое интересное, смотрите. Я уже, наверное, 100 раз сказал самое интересное, но действительно. Винч пытается вручную снайпить своими башнями вот эти гафницы. Иначе они же будут стрелять по ближайшим двинкам. Он может их заснайпить, он дотягивается. 13 дались. Кореец врывается. Ух, ну кореец, если ворвется сюда. Ой-ой-ой. Это же идиотская система. Он просто сливает миллиард паладинов. Против японских алибардов. Ты что делаешь? Так, коронки. Корейские обе коронки заказаны. Так, подождите, но паладины выигрывают алибарды. Что? И паладины могут убить все требы? Но посмотрите, что делают вышки, ребята. Вышки с 15 уроном и 3 бронями, тремя стрелами. Смотрите, что они делают с паладинами. Катапорута требует моментально отъезжают, и все. Привет, паладины. Вышки что творят? 67 убийств на вышках. Вы чё? Вы чё? Какая вышка легенда? 16? Вот эта вышка 16 убийств, понимаете? Так, здесь Мангудай просто терпит. Ну и Чех тоже тут, в принципе. У Чеха все, в принципе, окей. Паладинчик с 12 убийствами, да? Тачка. Кто делал тачку? Это британец, ребят. Что у британца? Ребята, у британца... Все плохо. На самом деле у него 95 крестьян, и он заказал 2 скерма. Так, еще пачка заходит, тут кресты. Блин, ну классик тут все четенько делает. Походу он сейчас будет топ-скорить в команде. Самое прикольное, что Винч топ-скорит, ну потому что он типа сзади всех нашивает. По пацанам. Тут сразу минус Мангудай. 120 урона, это вам не шутки. Ну, Мангудай, стоит сказать, много. Мангудай плюс гафница, это интересно. Прикольно, что Винч делает хэви каварчеров, но у него 80 хп. То есть он сделал все пахи, но не сделал седло дешевейшее. Седло.
он не сделал, поэтому не 100 хп сипачит. Конные лучники, они хороши, действительно, они очень бронированы, они Мангудаев, возможно, лучше перестреливают. Ну и против вот этого всего тоже норм. Если неаккуратно играть, гаукнутся и все убьют, и паладина. Так, вторая тачка от Кингстона. Тут требует, блин, тут никто не может остановить. То есть, классика, Франк не может остановить японца, типа, сейчас никак. У него нет вариантов. Ему нужен монгол. Но монгол нужен и здесь. Надо было брать много монголов. То есть, нации могли браться абсолютно любые. Ребята взяли монголов, Франк, это понятно. Чех, брит, ну брит это, ну чех, ну, понятные цибы как бы. И чех силен в постимпе как будто бы, да. У наших вообще нет монголов. Наши обсуждали корейцев нету. Но у наших есть инспотрейд. Корейская тоже машина, как бы, которая выпиливает тут лес или что. А, смотрите, Дарк, конечно, тут не так часто сражается в основных сражениях, но он саппорт чел. Тут пара кабанов каких-то. Саппорт чел. Ну, японец это просто убийство для... машина для убийства, вот эта катящаяся. Явно покупает камень, либо где-то добывает. Понял, я буду пытаться дефаться. Дарк, сильно не руби у меня на фоне. Так, что у вас тут происходит? Мангудай останавливает пуш, на самом деле. Посмотрите, по экономике все сравнивается, но у наших трейд испанский бегает. Почистить бы его, конечно, тут стане поудалять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут есть что поудалять. Стен бы можно делать, ну да ладно, много крестов стоит. Да, это игра 3 в 4 и ставится здесь чуваки. Так, выходят такие скермы какие-то. Брит не в импах, но, кстати, близок. Корейские анагры с 10-й дальностью, в принципе, под себя могут стрелять, но Гауфниза будут опасаться. Так. Мангудай здесь. Вот незаметный анагр может нашить, конечно. Но, блин, здесь в этом плане Лаки хорошо играет. Вроде не подставился, и замок свой удерживает, а замков у него немало. Ставь, конюшни новые здесь, прям новые ставь. Да, ну я вот здесь там. 20 рейда, 37, 65. Здесь 65 это много. Но у наших как будто бы у всех есть, да, у наших у всех есть хороший трейд, какой-никакой. И здесь чисто пак 7 трейдов, отлично. Сад инженерия не забыто. Так, это уже тут Антик сражается с... А Винч, смотрите, что сделал. Винч вообще интересно. Винч... То есть Винч управляет Дарком, говорит, погнали сюда, давай, надо в трейд летать, типа. В трейд летаем, у меня вообще конные лучники. Конные лучники это вообще прикол. Прикольно, как турок тут разыгрывается, да? Сначала какой-то трэш, потом фишбум, фастымп, а потом вообще конные лучники по ситуации. Потому что, типа, чё? Типа они чеха конкретно получается, да? Прикол. Типа, блин, вообще офигеть. Калеоны, тут на всякий случай, но наши уже доминируют здесь. Лимит 770 из 800, практически тут 660. Здесь я не понимаю, как остановить этого японца. Действительно, японец кажется такой, ну, японец, какая-то непонятная средненькая цива, еще и не фишбумила, еще непонятно что, но доживает до постимпа. Конечно, тут мертвый британец, но то, что британец мертвый, тут на это повлияли и Дарк, и Антик, конечно же, теми рейдами, и Классик, то есть тут почти вся команда сделала это. Максимальная командная игра тут. Так, здесь тем временем Мангудай с кермы стоят, Мангудай нужны и там и тут действительно. Здесь даже Синий пытается свою осадку, он сделал, чтобы кап не сделать. Ребы разваливают все, что есть тут. Но они уже подбираются к трейду. Но Мангудай еще стоят, они могут держать. Так, ой-ой-ой-ой. Сколько тут, конечно, всяких нереальных прикольных убийств. Ну вот, видите, что происходит. Не доглядел Синий и... Бэм. Своя награда тоже слиты, конечно, но... В конце концов, 135 голды на 225. Конные лучники. Есть седло, наконец-то. То есть, смотрите, у конного лучника 6 брони отстрел, 100 хп было, да. Они все равно быстро умирают. Но ок. Абу делает, кстати, вот эти апы только сейчас, это очень поздно. Рынки, требы, Мангудай боятся подойти, правильно делают. Они под вышками очень быстро умрут. Главное просто иметь вот эту вот 30-ку алибард, которая тут будет танцевать. А можно и 60. Как бы... Так, ну Антик изи. Для Антика игра простая. Ну как простая? Относительно. Делай паладинов, только мне не нравится, наверное, что у него... Тут кресты умирают, скорее всего, удаляют сюда. Мне не нравится, что конюшни очень далеко все-таки. Конюшни далеко, но вот он их переставляет. Отлично. И здесь врыв, ребята, врыв отсюда. Добегают конные лучники, но это ГГ. Признают поражение командами Г. Хорош, парни.
Дарк молодец, еще все красавчики. Бояре выигрывают эту катку невероятно просто, потому что вспомните, как все начиналось. Все плохо для Винча начиналось, не очень хорошо. Потому что, блин, вообще-то тут вот этот чувак, он типа Я за черепахи Молодцы, заснайпил замок, я доволен. Да, это было сильно. Хорош, молодцы, реально. Собрались, мы последний очень хорошо сыграли, и в целом еще хороший опыт получили. Пойдем дальше. он не умирает от Винча. Да, ему вот здесь пропушивает, но в конце концов он бы здесь, наверное, выдержал. То есть он очень силен, он неубиваемый. Но кое-кто убиваемый в этой команде, и Кингсон все-таки оказался слабым местом, потому что это именно через его проход зашел Дарк. И Дарк очень рано прошел, все сделал четко. Тут заволил. Пришел домик, тут, конечно, у него был, но он не спалился им. Сразу на дог пошел. Причем именно на этот дог, не знаю, на монгольский дог, так, действительно. Потом сделал барак, отменил стену. Сколько он всего сделал вначале, просто подумайте. Луки, там все, не дал здесь никому, никто не фишбумится. То есть в это время, пока все это происходит, оба покет отвлечены, покет антик прибегает конками, убивает этого пацана еще. Эти заставляют сволиться. То есть классик очень много времени себе, классику покупать много времени, да. Винчу тоже. Ну и Винч тут тоже устраивает хаос. То есть тут действительно каждый из наших элитных бояр сделал свое дело. То есть я даже сложно писать, но Дарк устроил максимальную, конечно, вакханалию. Там помогал Винчу тоже, иксами. Винч зарешал, антик. Тут все зарешали. Ну и в конце уже классик тут всех просто уничтожает на монголах. Просто. Разные стадии наши зарешали. Давайте чекнем быстренько статистику. И да, наши остаются в турнире в нижней сетке и будут сражаться с победителями между... Хрен знает. Там ГЛ против... Что-то не помню, честно говоря, не суть. Точнее, не победителями, а проигравшими. Потому что они в нижней же сетке. Так, окей. Что мы видим? Да, Кингсон, конечно, обкекался. Лаки хорошо за монгола разменивался. Винч хорошо разменивался тоже. Классик убил 109 зданий своими требами. Красава. И... Что еще? 71 армии у него также было. Кингсон, капец, что-то слабо сыграл, да? Или я, может, что-то не понял. Да нет, просто вот так вот все четко вышло. Четко, я думаю, ты здесь Дарк делал разницу, честно говоря. Добытые ресурсы у Антика больше всего. То есть он тоже тут сыграл супер надежно. Говоря, трейд лучше всего поставил, кстати, Винч. И 12 у классика тоже. Трейд Кингса, да, тут понятно. Тут по трейду разница огроменная просто. Релики это не так важно. Кингсон так и не дожил до импов, хотя вроде как в конце апался. Винч относительно быстрый фастымп, учитывая все. Дарк. Ну, Дарк в какой-то момент потом выпал, но в целом он дал преимущество в начале такое, что действительно помогло. Помогло, действительно. Что заставило написать ГГ ребят? Думаю, все-таки, ну, наверное, вот эта общая ситуация, да? Не остановить японцев. Это, я думаю, типа, тоже вот эта часть бесючая будет. То, что хотел Винч, почему он иксовал. Ну все, поэтому счет, конечно, что-то показывает, но в целом выигрывает вся команда. GGVP, и будем ждать матчей наших ребят